Майкл Майерс, Джейсон Вурхис, Фредди Крюгер. От одного упоминания этих кинозлодеев поджилки трясутся, а кровь стынет в жилах. Эти имена стали культовыми среди почитателей хорроров. Но что их объединяет? Да, сейчас с высоты лет эти персонажи смотрятся немного комично, а фильмы не блистают какой-то выдающейся постановкой или проработкой сюжета. Но тогда, в далекие 70-е, мир содрогнулся от появления на экране жестокого громилы в маске. Выходя из кинозала, люди боялись ложиться спать, а многих еще долго преследовали кошмары по ночам. Сегодня, в канун Дня всех святых, мы воздадим дань уважения классике, а главное узнаем, как все начиналось, и определим рецепт идеального слэшера. Слэшер от английского slash – удар с плеча или рубить, так называют поджанр фильмов ужасов, для которых характерно наличие убийцы-психопата, который преследует своих жертв, чаще всего молодых людей. Стандартный злодей таких фильмов, как правило, нечеловечески силен, практически неуязвим, не имеет четких мотивов и от него нереально убежать. Мы любим такие фильмы за незамысловатый сюжет, глупые поступки персонажей, количество крови и расчлененки, а также за неповторимую атмосферу безысходности. Но давайте сначала перенесемся на 60 лет назад, чтобы понять, что послужило зарождению культового жанра. Жанр слэшер берет свое начало 60-х годов прошлого века, когда появился поджанр итальянских фильмов ужасов джалло, сочетающих в себе элементы криминального триллера и эротики. Изначально термин джалло возник для описания серии криминального чтива в желтой мягкой обложке, которая была популярна в Италии в начале 30-х годов. Отличительными признаками джалло является обилие долгих, кровавых и изощренных сцен убийств от первого лица, а также откровенных эротических сцен. Личность убийцы и его мотивы проясняются только в конце кинофильма. При этом злодеем обязательно оказывается один из основных персонажей. Убийца, как правило, облачен в черный кожаный плащ, а его лицо скрыто под маской. Первым представителем новоявленного жанра можно считать фильм Марио Бавы «Девушка, которая слишком много знала» 1963 года. Название своего рода является реферансом, данью уважения легендарному режиссеру Альфреду Хичкоку и его киноленте «Человек, который слишком много знал» 1956 года. Вдохновленный творчеством Хичкока, в том числе и культовым фильмом «Психо» 1960 года, первый представитель жанра джалло воплотил в себе несколько элементов, которые впоследствии стали характерными для всего жанра и послужили своего рода толчком к рождению современных слэшеров. Ошеломляющий успех слэшеров объяснялся тем, что они затрагивали острые социальные темы, которые долгое время оставались запретными в кинематографе. Фильмы-первопроходцы эксплуатировали секс и насилие, толпами зазывая людей в кинотеатры. Зрителей не могли смутить ни низкое качество, ни мизерный бюджет кинолент, ни даже отрицательные отзывы критиков. Более того, режиссеры принялись применять черный пиар в продвижении своих картин, но все это было скорее про секс, нежели про ужас. Наконец, в 1974 году выходит легендарный фильм, который принято считать первым истинным слэшером – «Техасская резня бензопилой». Сюжет картины повествует о группе молодых людей, которые во время своей поездки на автофургоне подбирают случайного попутчика. Далее начинается череда странных событий, приведших их в дом семьи Сойер. Им было невдомек, что все это было спланировано и что им предстоит встретиться лицом к лицу с жутким маньяком в кожаной маске из человеческой кожи и его сумасшедшей семейкой. Думаю, что для никого не секрет, что образ кожаного лица основан на реальном серийном убийце Эдди Гине. Кстати, подробнее о нем я упоминал в этом видео. Идея использования бензопилы пришла режиссеру во время посещения хозяйственного магазина. По его словам, пробираясь сквозь толпу, он поймал себя на мысли, что бензопила в руках значительно облегчила бы ему путь. В том же году выходит фильм ужасов «Черное Рождество», который считается одним из родоначальников жанра слэшеров. Действие фильма происходит в женском общежитии, в котором орудует неизвестный маньяк. Сюжет основан на городской легенде. Картина использовала ужас как предмет для обсуждения острых социальных тем, включая феминизм, аборты и алкоголизм. Третьим прорывом в истории слэшеров можно считать фильм уже известного нам Уэса Крейвена «У холмов есть глаза» 1977 года.
Картина произвела сильное впечатление на общественность, так как поражала воображение жестокими сценами сексуального насилия, кровавых убийств и каннибализма. Сюжет повествует о семье Картеров, которые заблудились в пустыне Невада по пути в Калифорнию. На их беду в этих холмах, кроме скорпионов и койотов, обитала семейка отшельников-каннибалов. Особенно остро зрителям запомнился образ Майкла Берримана, сыгравшего каннибала по имени Плутон. Специфическая внешность актера вызвана редким наследственным заболеванием – антидерматической эктодермальной дисплазией. Год спустя выходит легендарная лента Джона Карпентера «Хэллоуин». Взяв за основу фильм «Глаза без лица» 1960 года и научно-фантастический триллер «Западный мир» 1973 года, режиссер продолжил тематику Черного Рождества и приурочил выход фильма ко Дню всех святых. Американские студии отказались распространять «Хэллоуин», и фильм был распространен локально в 4 кинотеатрах Канзас-Сити. Лента произвела фурор, а с ним пришла заслуженная слава и признание критиков. Так начинался золотой век слэшеров. В это время вышло более 100 фильмов, которые так или иначе причисляли себя к представителям жанра. Новый этап для жанра начался в 1980 году, в год избрания Рональда Рейгана, 40-го президента США. С его приходом началась очередная эпоха консерватизма и цензуры. В этот год выходит культовый фильм «Пятница 13» Шона Каннингема, повествующий о жестоком убийце в хоккейной маске, который орудовал в лагере Хрустальное озеро. Кстати, знаменитая маска появляется лишь в 3-й части, а сам Джейсон Вурхис становится антагонистом лишь во 2-й. Затем наступило затишье, выходили малобюджетные ленты, которые едва ли заслуживают вашего внимания. Однако стоит упомянуть слэшер «Маньяк», который примечателен тем, что повествование идет от первого лица, только в качестве главного героя здесь сам маньяк. 1981 год ознаменовался выходом на экраны канадского фильма «Мой кровавый Валентин». Несмотря на кассовый провал, картина впоследствии стала культовой. Гарри Уорден оказался единственным выжившим после взрыва метанового газа в шахтах. В попытке выжить Гарри прибегает к каннибализму и сходит с ума. Он был помещен в психическую лечебницу, но внезапно в городе начинаются убийства. В прокат выходят продолжения «Хэллоуина» и «Пятницы 13». Но постепенно жанр слэшеров отживал свое, так как выручка кинотеатров стремительно падала. В 1984 году Уэс Крейвен снимает фильм с одним из самых запоминающихся злодеев в истории – «Кошмар на улице Вязов». Фредди Крюгер в исполнении Роберта Инглунда стал культурным феноменом. Картина повествует о группе подростков, которым снится один и тот же кошмар, в котором некий человек с обожженным лицом, в грязном полосатом свитере и шляпе, с перчаткой на правой руке, снабженной лезвиями на пальцах, пытается их убить. Идея о фильме пришла Уэсу Крейвену еще в 1978 году, когда он услышал про азиатский синдром смерти. Суть его заключалась в том, что беженцы из Южной Азии, мужчины среднего возраста, до того были напуганы ужасами войны в Лаосе, Камбодже и Вьетнаме, что им снились кошмары, из-за которых те отказывались засыпать. Многие из них в итоге умирали во сне. Прототипом Фредди стал бездомный мужчина, пугавший Крейвена в детстве. Изначально Крюгер задумывался как очередной молчаливый убийца в маске, но позже было решено кардинально изменить облик злодея. Режиссер прочитал, что сочетание красного и зеленого является самым сложным для восприятия человеческим взглядом. Так появился знаменитый полосатый свитер Фредди Крюгера. Крейвен хотел сделать Крюгера не похожим на других, поэтому ему нужно было особенное оружие. И выбор пал на перчатку с когтями, так как она напоминала когти дикого животного. Несмотря на успех фильма, жанр умирал на глазах. Зрители устали от однотипных, снятых как под копирку малобюджетных слэшеров. На плаву еще какое-то время оставались такие франшизы, как «Кошмар на улице Вязов», «Хэллоуин» и «Пятница 13», выпуская чуть ли не каждый год очередное продолжение, но они не привносили ничего нового в жанр. Попытка создать интересного злодея, который мог бы конкурировать с Фредди, привела к созданию куклы-убийцы Чаки из киноленты «Детские игры» 1988 года и огромного маньяка с крюком вместо руки из одноименной картины «Кэндимен» 1992 года. В 1996 году выходит фильм «Крик» того же Уэса Крейвена, который решил сыграть на ностальгии по слэшерам Золотого века.
Главные герои картины сами являлись поклонниками фильмов ужасов и знали все клише, присущие жанру слэшеров. Крик примечателен запоминающимся образом злодея «Призрачное лицо», интересной детективной составляющей, а также нестандартным и в какой-то степени самоироничным подходом. Сюжет повествует о группе молодых людей, которые оказываются в самом эпицентре событий Вудсборо. Неизвестный маньяк в маске призрака совершает череду убийств, и никто не знает, кто окажется следующим. Год спустя выходит фильм «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», руку к которому приложил сценарист Крика Кевин Уильямсон. Картина является экранизацией одноименного романа Лоис Данкан. Группа молодых людей весело проводят вечер в честь окончания школы. По пути домой они сбивают человека. Решив, что он мертв, и таким образом пытаясь избежать ответственности, они сбрасывают тело в море. Дело принимает серьезный оборот, когда год спустя участники аварии получают послание с угрозами. Интересный факт: сама Лоис Данкан была в ужасе после того, как увидела конечный результат. Оригинальный роман являлся триллером-детективом, тогда как его экранизация позволила себе ряд отступлений от первоисточника и превратила саспенс-историю в слэшер. Авторы заявляют, что пытались отступить от классического жанра слэшера и вернуться к хичкоковскому стилю, но успех объяснялся прежде всего похожей стилистикой с вышедшим ранее Криком. Следующий период можно условно назвать периодом молодежных слэшеров. После успеха Крика франшиза «Призрачного лица» начинает набирать обороты и штампует сиквел за сиквелом, которые хорошо принимаются зрителями. Классические франшизы также пытаются вернуться в большое кино, но терпят фиаско. За исключением, пожалуй, фильма «Фредди против Джейсона» 2003 года. Итак, мы наконец подошли к современному периоду. Грань между классической формулой слэшера и хоррора начала расплываться, породив множество маленьких поджанров. Большинство из них едва ли с натяжкой можно причислить к слэшерам, например, «Пункт назначения» 2000 года. Тем не менее, можно выделить несколько картин. Фильм «Джиперс Криперс» 2001 года, в центре сюжета которого история борьбы двух молодых людей с таинственным монстром, питающимся людьми. Практически образцовый слэшер «Поворот не туда» 2003 года, который, к слову, послужил к созданию целой франшизы. Своеобразный фильм Александра Ажа «Кровавая жатва» 2003 года, французский фильм Ксавьера Ганса «Граница» 2007 года о семействе нацистов-каннибалов, а также картина «Не вижу зла» 2006 года, где роль маньяка с крюком вместо руки исполнил известный рестлер Кейн. Переменным успехом пользовались ремейки классических слэшеров. Например, «Дом восковых фигур» 2005 года и «У холмов есть глаза» 2006 года того же Александра Ажа. Пик эпохи ремейков наступил в 2009 году, когда вышли «Мой кровавый Валентин», «Пятница 13» и «Хэллоуин 2». Год спустя выходит ремейк «Кошмара на улице Вязов». В 2013 году выходят фильмы «Проклятие Чаки» и «Техасская резня бензопилой 3D», который выступил в качестве продолжения оригинального фильма 1974 года. Обе картины были тепло встречены. Думаю, на этом стоит закончить наш небольшой экскурс в историю жанра. Возможно, я случайно или намеренно упустил из виду ваш любимый фильм, но я постарался выделить самые основные. А перед тем, как мы продолжим, напишите в комментариях, какой ваш любимый слэшер и почему. Итак, пришло время узнать, из чего состоит классический слэшер и каков же все-таки рецепт идеального слэшера. Практически любой фильм жанра слэшер можно разделить на условные характерные особенности. Предыстория. Практически во всех слэшерах в самом начале или чуть позднее в первой половине фильма нас знакомят с антагонистом. Это может быть сцена, в которой злодей жестоко убивает первую безымянную жертву, или же флешбэк-рассказ со слов другого персонажа, повествующий о оригине злодея. Незамысловатая завязка. Действие в таких фильмах, как правило, развивается стремительно. Это может быть любой надуманный повод, поездка за город, туристический поход или свадебное путешествие. Место действия. Как правило, это место, в котором главгад обладает абсолютной властью и полностью контролирует ситуацию. Персонажи-подростки. Жертвы, как правило, молодые фотогеничные люди, ведущие праздный образ жизни. Любят выпить, иногда употребляют наркотики, занимаются случайным сексом. В такой группе всегда есть так называемые заводила и тихоня.
Тихоня обычно оказывается последней, кто остается в живых. Обнаженка. Наличие эротической сцены или обнаженки. Герой. Один из главных или второстепенных персонажей, который в отличие от остальных проявляет зачатки разума. Благодаря ему кто-то остается в живых. В конце либо жертвует собой, спасая протагониста, либо сам является им. Абсолютное зло. Злодей олицетворяет собой абсолютное и хаотичное зло. Его мотивы или неизвестны, или же напрочь отсутствуют. Часто убийцы используют необычные виды оружия – бензопилы, тупые предметы, кухонные ножи и так далее. Жестокость. Злодей совершает убийство либо в изощренной форме, либо в очень кровавой. Может сделать что-то особенно ужасное, дабы придать напряженности действию. Например, убивает домашнее животное или насилует жертву. Глупость героев. Персонажи принимают глупейшие, а иногда и абсолютно бессмысленные решения. Например, разделяются, также герои совершают ошибки, в конечном счете приводящие их к смерти. Ложная надежда. Герои находят какое-то оружие или что-то, что может быть связано с прошлым злодеем, якобы способное повлиять на него. Трикстер. Второстепенный персонаж, который оказывается или замешанным в убийствах, или оказывающий помощь убийце. Зачастую герои не подозревают об угрозе со стороны Трикстера. Всего лишь жертва. Второстепенный персонаж, пытающийся помочь главным героям. Это может быть как шериф, который умирает в следующую же секунду, или же случайный человек, которому просто не повезло оказаться рядом. Преодоление себя. Главный герой или героиня по ходу фильма преодолевают трудности, в конце становясь сильнее. Неожиданный твист. Злодей побежден, главный герой остался в живых. Кажется, что вот он, хэппи-энд. Или же все-таки нет. В финале или в сцене после титров злодей чудесным образом выживает. Мы любим слэшера не за сюжет. Очевидно, что придираться к сценарию в подобных фильмах дело неблагодарное и заранее обречено на провал. Но для того, чтобы зритель мог сопереживать героям фильма, действие должно быть логичным и понятным. Жанр слэшер, как и множество других жанров, претерпевает изменения. Одни не очень удачные, другие же просто необходимы, чтобы соответствовать духу времени. Давайте определим, в чем причина провала большинства фильмов этого жанра. Основные претензии к слэшерам — это плохой непроработанный сюжет. Повествование разваливается на глазах, такое ощущение, что сначала были придуманы сцены убийств, и только потом сценарист попытался соединить эти куски в какую-то единую историю. А в финальной схватке злодей внезапно становится игрушкой для битья, и хрупкая девушка без труда одолевает того, кто минуту ранее разделался с целой толпой людей, потому что так нужно было сценаристу. Хорошо, если это как-то объясняется, но зачастую на это просто закрывают глаза. Вторая претензия – незапоминающийся злодей. Зачастую большая часть успеха картины зависит именно от образа злодея. Он должен вызывать страх, интерес и отличаться индивидуальностью, начиная от внешнего вида, заканчивая коронными фразами, поведением и даже видом оружия. Мотив в таком случае не всегда необходим. С одной стороны, от отсутствия четких причин персонаж теряет в глубине, но с другой, неизвестность также может пугать. Третья претензия – чрезмерная жестокость и эксплуатация секса. Что, спросите вы? Так ведь слэшер — это и есть кровь, кишки и секс. Нет, отвечу я. Точнее, не совсем так. Тут есть тонкая грань. С одной стороны, ни один слэшер не обходится без этого, с другой, излишне натуралистичные сцены убийств и секса могут превратить фильм в трэш. Да, выходит, что не так-то и много слэшеров лишены этих недостатков, но все же они есть, и за это мы их любим. Ну и завершая сегодняшний спецвыпуск, хочу напомнить, что нужно проще относиться к просмотру фильмов. Иногда нужно просто не обращать внимания, расслабиться и получать удовольствие.